Так, стрим начинаем. Ждем первых подключившихся. Сильно ждем. Проверяем пока что. Так, ага, 29 уже на YouTube есть. Отлично, друзья, всем привет. Привет. Сейчас технические проверки проводим. И стартуем. Всех с Масленицей. Как полагается, ну или как вы могли бы догадаться, мы не начинаем, а сегодняшний стрим будет связан с сожжением чучела, с проводами зимы. Пройдемся по каким-то площадкам в пешей доступности друг от друга. Ну, может быть, даже на трамвайчике, на троллейбусе сегодня прокатимся. Вот. Так, Алена в YouTube написала. Так, мне интересно, ВКонтакте должен тоже стрим идти. Друзья, проверяем. Сейчас я площадку ВК. Стрим 12 человек. Отлично, ВК смотрим. Проверяем, значит, Рутюб. Так, а как бы посмотреть Рутюб-то? Так, Рутюб тоже трансляция пошла, отлично. И из новшеств у нас Twitch, и у нас должен как-то пойти, возможно, стрим в Телеграм-канале. Вот я не знаю, пошел ли. Наверное, нет. А может быть, да. Я не знаю. Так, есть большая вероятность, что... Ага. В Телеграм пойдет... А не пойдет, потому что мы этого делать не будем. Так, короче, наверное, в телеге стрима нема. Стрима не будет, кино не будет. Странно. Так, давайте еще я пару минут займу, и мы с вами пойдем. Пока подключаемся. Так, Роман, добрый день. Да, добрый день. Ребят, немножко пока этот чат не читаю. Сейчас попытаюсь разобраться, как так нам бы запустить еще... В Телеграме в Телеграме бы. Ах, сегодня холодно. Так, боюсь, что в Телеграме так и не запустится. Хотя, чем, как говорится, черт не шутит. Ну, по-моему, нет, в телеге не запустился. Угу. Ну, не то чтобы жаль, но жаль. Ладненько. Как есть. Мы у станции метро Горный институт. Сейчас я одеваю перчатки, и мы с вами пойдем. Здесь я уже слышу, раздаются звуки какого-то веселья от... так. Видимо, от ДК имени Кирова. Так, здесь вот новые пространства. Сейчас пройдем мимо ДК имени Кирова. Значит, у нас Горный институт, станция метро. Всем привет, кто на стриме, друзья. Вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу. Гуляем в прямом эфире в очередной раз.
Сегодня тема стрима Масленица. Сейчас зайдем в ДК имени Кирова. Дальше двинемся к Брусеницу. Ну, возможно, через... Светлана, спасибо за донат. Через Севкабель-порт. А после того, как там сожгут чучело в Брусеницыне, сядем на троллейбус и скатаемся до стрелки Васильевского острова. И там попадем на Мытинскую набережную, Кронверский проток, Петропавловская крепость. Там тоже будут жечь чучело. Да, друзья, всех с Масленицей. Переключаю камеру на... Такой сегодня пограничный 0 по температуре. То ли холодно, то ли не холодно, не понимаю. Так, тут грязюка. Ага, грязюка, пожалуйста. Не то чтобы я специально искал, но оно само на меня вышло. Так, я смотрю, у нас и пишут люди из Рутюба, отлично. Вот, по крайней мере, точно должно идти на 3 площадки, возможно, еще на Твиче идет. О, с Твича кто-то написал. Приветствую. Так, на Твиче, значит, тоже стрим пошел. Не получился стрим у нас только в Телеграм, в телеге. Там как-то странно на самом деле. Как будто бы надо... Ну, короче, не получилось и не получилось. И ладно. Будем разбираться потом. Телеграм у нас больше новостная площадка, больше для анонсов, новостей, интересных фактов о Петербурге. Ну а видосики у нас все, конечно же, здесь. Напомню, что у нас вчера, в субботу, прошел розыгрыш среди подписчиков на YouTube и на ВК. Там у нас 2 Татьяны, так совпало, победили. Одна из Петербурга, другая из Севастополя. Им привет. В ближайшее время постараюсь отправить кружки, подарки с символикой Санкт-Петербурга. Так, Клещ Валерий, привет. Твои традиционные 111 рублей 11 копеек падают в копилку. Молодцы, беремся за руки и идем в другую сторону. Так, там надо кое-кого заблокировать или что? Зачем нам эти сообщения странного содержания и сомнительного заработка? Так, ого, дети уже начинают тягать канаты. Традиционные старорусские развлечения. Тянуть канат. Но вот деток с малолетства приучают к борьбе и превозмоганию. Как будто бы. Вот у нас сам ДК имени Кирова, вот он находится, большущий. Ну и здесь в парке при нем веселушки. Так, что-то маленькая слишком чучелка. О, здесь армрестлинг. Армрестлинг творится. Жесткая схватка. Так. Да, в Петропавловку мы с вами чуть позже поедем. Там чучело должны будут сжечь в 5:30, по-моему. А в Брусеницыне в 16. Тот, кто участвовал в 4 часа. хороводе, ну, каждый принял участие. Не знаю. И в, здесь долго задерживаться не будем. И где-то в русской забаве, где вы бой на подушках играли, друзья, обязательно это попробуйте, сделайте. Обязательно. Так, какие-то очереди. Тут что-то кувалдометром бьют, чеканят монеты, подсказывает ведущий. Ну и вот палаточка с блинами. Ладно, это у нас не основное, это мы мимоходом. В целом нам надо сейчас до 4 успеть
оказаться в Брусницыне, а еще лучше успеть там походить, посмотреть, потому что там тоже движения и активности праздничные обещаны были. Город Саров на связи. Ветрено. Кстати, с залива прям ветер. Надеюсь, микрофон отрабатывает и вам в уши сильно там и динамики не задувает. Сейчас мимо Эрарты как-нибудь дворами выскочим. Эрарта — это у нас музей современного искусства. Впереди здание пятиэтажное. Целиком музей. Ходите там по этажам, как по лабиринтам. Развлекаете себя попытками понять современное искусство. Очень пасмурно сегодня. Прям как-то сильно невероятно. Еще и холодно, еще и ветрено. Так что, не знаю, как у вас в ваших городах, но я предлагаю вам в тепле и комфорте поучаствовать в масленичных гуляниях через экран вместе со мной. План, конечно, капкан, как говорится. Это и Севкабель-порт, и Брусницын, и сесть на троллейбус, доехать до Стрелки, до Растральных колонн, там по Университетской набережной, выйти к Петропавловке. На все про все у нас часа 3, я думаю. Ветер не слышно. Окей. Спасибо. Про Эрарту я как-то уже комментарии давал и советовал вам. Повторюсь еще раз, кто-то, может быть, новенький на канале. Если вы новенький на канале, то обязательно подпишитесь. Поставьте лайкосики, друзья. Там на Рутюбе нравится и в топ кнопка есть. ВК сердечко. На Ютубе палец вверх. На Твиче даже не знаю, что там. Так вот, про Эрарту. Все-таки мой посыл был в основном основан на том, что все современное искусство — это некая компиляция из уже созданного. Ничего нового не изобретают, не придумывают, лишь компилируют. И соответственно, так, это поверхностная мысль такая. Понимаю, что можно спорить, но сейчас не про это. Так и вот, чтобы хоть чуть-чуть понять представленные объекты изобразительных искусств в всевозможных вариациях. Там же не только ИЗО, там и видео, и аудио, и прочее. Так вот, сходите сначала в Эрмитаж. Надо базу, надо фундамент. Потом Русский музей, основной на площади искусств, и сопутствующие, как Инженерный замок, Мраморный дворец, Исаакиевский собор. И уже после изучения русского искусства можно, в принципе, как-то попробовать в Эрарту и попасть. Пермяк, соленые уши. Спасибо. Рад, что продолжаете смотреть. Игорь всех с Масленицей поздравляет. Так, Юрий Просвет, наш постоянный зритель, брат. Ага, Саров, Арзамас 16. Ох уж все кодовые названия. Так, не знаю, когда мы тут сейчас выйдем, не выйдем. Нам надо вернуться на Большой проспект Васильевского острова. Кстати, на, получается, 29-й линии сейчас. Так, привет из Тихвина. Так, Наталья из Тихвина, помню вас. Вы тоже у нас постоянный гость, зритель. Наш неизменный сопрогульщик. Да, всем хорошие прогулки. Так, привет из
березняков. Это что, Пермский край? У нас весной еще не пахнет. Надеюсь, хоть и Питер. Да, знаете, я родом оттуда, где, когда праздновали Масленицу, я никогда не понимал, чем мы эту зиму провожаем. Еще месяца 2 зимы как минимум впереди. Да и в мае, может быть, снег лежать. Кого мы, какую зиму провожаем, почему она не уходит? Здесь в Питере, конечно, поюжней, потеплей. И как-то оно более логичней. Так, слева у нас тут больничка. Кстати. Вот это все кирпичное приемное отделение. Да, всем привет. Идем к 16:00 в Брусницын. Там обещанное фаер-шоу с сожжением чучела зимы на главной их площади. Вот. А после мы с вами направимся к Петропавловке. Ну и там в какой-то последовательности пройдем через Севкабель порт. В Севкабеле никаких вроде как активностей не должно быть. По крайней мере, я у них на афише ничего не увидел, лишь анонс, что всю неделю резиденты их ресторанные будут угощать всех блинами, конечно же, за ваши же деньги. Привет из Мурманска. У нас март 100% зимний месяц. Ну, естественно, ну вот я про ту сторону, Александр, и говорю. В Мурманске для меня, вот, Александр, я как-то возвращаюсь я в конце июня из Печенги в Мурманск. И только при подъезде к Мурманску я начинаю видеть какую-то плюс-минус зелень. И только-только, по-моему, зацветающую черемуху. Конец июня. Это 30 июня было. Да. Были времена. Вот что значит климат. Вот что значит за полярным кругом. Мы на Васильевском острове, если кто-то не понимает. Мы начали от станции метро Горный институт. Тула на связи. Отлично. Привет, Алексей. Начали от станции метро Горный институт. Это станция метро, которая у нас открылась в конце 2024 года. Буквально вот-вот. До сих пор там нет связи. Ни Wi-Fi, ни GSM. Я имею в виду в самом низу. Когда вы приезжаете, вы там без связи оказываетесь. Ну и все встречаются внаружи перед входом. О, ничего себе. Еще зима не закончилась. И там, видите, светлая такая крыша. Это крышу меняют. То есть где там доски, лаги, все вот эти вот перекрытия. Так. Главное мне сегодня не забыть включить Powerbank. И я, конечно же, забыл включить часы, дабы нам записать. Так, секунду, я вас поставлю на землю. Сам встану и буду маячить. Я сейчас включу часы, дабы нам записать трек, как мы сегодня с вами ходим, и по традиции выложить в телеграм-канале. Так, что у нас? Ходьба на улице. Вот, ходьба на улице. Начать. Все, отлично. Ну, мы тут не сильно далеко прошли, так что плюс-минус погрешность небольшая, но что, 19 минут как стрим идет, плюс я там минут 7-8 настраивался. Так, Людмила
Я Сырева. Так, привет из Омска. Впервые попала на стрим, но успела посмотреть почти все записи. Мечтаю увидеть Питер вживую. Надеюсь, летом обязательно исполню мечту. Мечты, они для того и нужны, чтобы сбываться. Так что желаю вам, конечно же, сбычи мечт. Ставьте перед собой реальные цели. Достигайте немыслимого. Ой, как классно, да? Вот сейчас, смотрите. Уровень первых этажей. Это отлив, он мне по колено. И вот тут у человека комната. Ну и окна классные, двухметровые. Обычно или тюлями завешивают вот эти вот окошки все, или наклеивают такую матирующую пленку, что свет-то попадает, но разглядеть вас там не могут никто. Про донаты. Там можно на Donatalers, можно на CloudTips, кому как удобнее. Можно прямо на карту, без комиссий. СБП, Сбер, там не знаю как все это называется. Максим на Глинтвейн. Максим, пожалуюсь вам. Все глинтвейны, которые вот на массовых у нас мероприятиях продаются, они все безалкогольные. Ну и зная это, друзья, вам совет: если все-таки там планируете как-то глинтвейн, то все, берите винишко с собой. Ух ты, соплей подавился. Вот, берите винишко с собой, и некоторые глинтвейн-мейкеры на вашем вам сделают. И вы будете как нормальный человек с нормальным правильным глинтвейном ходить. Ну или так с собой бутылочку носите, во фляжечку налейте и бык. Вообще по плану нам в 30 минут надо оказаться уже где-нибудь там в районе Севкабеля, или, как я люблю говорить, Севкабеля. Что-то людям так это нравится, что сразу начинают меня поправлять. Так вот, минут в 30 нам надо быть у Севкабеля, чтобы до 4 пройтись по нему, дойти до Брусеницына, по Брусеницыну походить, вам показать. Вот, привет Питеру. А мы где? Мы на Васильевском острове. Если вот видите этот собор, мы сейчас выходим обратно на Большой проспект Василеостровской стороны. Это уже практически конец Большого проспекта. Мы рядом со старым зданием морского порта. Идем к Севкабелю сначала. Храм иконы Божьей Матери Милующая. Храм передан обратно РПЦ, но были времена, когда в нем находилась база подготовки водолазников. Представляете? Там в центре стоял громадный резервуар, практически во всю высоту, насколько я понимаю. И там подводники, глубоководники спасательного направления, так скажу, тренировались. Вот мы на Большом проспекте. Там впереди уже маячит ЗСД, западный скоростной диаметр. Ну и Финский залив. Пьянство бой, дети смотрят. Ну смотрите, дети-то смотрят, но стаканчик-то непрозрачный. А что там у дяди с тетей? Кофе или там чай или алкогольный глинтвейн, безалкогольный? Главное напился, веди себя прилично, вот и все. Тезис-то простой, кстати. Любителям Дмитрия Нагиева до сих пор, уже 25 лет, кысю свою играет.
До сих пор. Аноним 200 рублей, без сообщения. Ну, опять же, собор красивый, соглашусь. Свеженько отреставрированный. Лет 5 назад, в каком он был состоянии, это просто швах, я вам скажу. Просто алис. Грязный, там обвалившийся, ну, то есть, ну, использовался не по назначению, поэтому и так. Хорошей прогулки Юлия желает, спасибо и за донатик, и за пожелания. Кстати, Александр М. Мурманский, наш товарищ сопрогульщик, крупную сумму задонатил. Как нам удачно со светофорами сегодня пока что везет. Как не подходим, все зеленый. Максим, спечешь блины, будут. А так, сегодня я уже блинами дома полакомился, жена напекла. Так что я вышел уже заряженный. Ну, в смысле, блинами. Марина, 100 рублей. Передаю за проезд. Да. Проезд сегодня в планах есть. Здесь по Большому проспекту, далее по Университетской набережной проехаться нам суждено. Кстати, вот с этой остановки 10-11 троллейбус нам подходит. Никаких табло на остановках нет. Никаких подогреваний на остановках нет. Все аскетично. Вот, здание, старое здание морского вокзала. Когда-то оно было у нас и международным. Сюда приходили паромы из Финляндии. Там была таможня, все дела. Но все более как порт не используется. Там гостиница, там ресторан, там гостиница, общежитие, общажка, там, по-моему, горного института, в том числе злая бабушка вахтер. Передавайте привет, аноним, за мой день рождения на кофе. Ну, брат, щедро. Надо будет запомнить. Правда, аноним. Ну ладно. Можно было и подписаться. Думаю я. Так, интересно. Там, вот, кстати, есть парковка с мойкой. И там к Севкабелю можно с той стороны зайти. Вот я не знаю, как они сегодня перекрывают ли. По идее, вход-то один фиг бесплатный. Так, да, жалко кому-то старый здание вокзала морского. Но, в принципе, что жалеть-то? Точно не сломают. Все-таки, мне кажется, подсуетятся и объявят каким-нибудь памятником регионального значения. Вдруг и внезапно. А одну из версий, то, что я слышал, как раз Севкабель порту хотят его передать. И, возможно, там они организуют опять очередной людской кластер для всяких мероприятий, магазинов и всего-всего-всего. Площадь там громадная. Там, кстати, сейчас еще и кружок капитанов для детей существует. Вот мы уже у старого корпуса Севкабель порт. Чуть дальше Брусеницын. О, я смотрю, и тут что-то все ломают, перестраивают.
Наверное, ТЭЦ еще осталось, но ТЭЦ никуда не денется. А так, друзья, Наталья и тоже на кофе донатик, спасибо. 100 рублей. Владимир всех с Масленицей поздравляет. Анастасия с наступлением весны. Жаль, пока только календарным, да, наступлением весны. Так, что у нас получается? Часы неправильно ходят. Ну и часы вот эти вот, которые тут на стене висят. Итак, здесь сейчас две выставки проходят. Цой Легенда и Лед Жизнь. Все. Больше никаких активностей и вроде как нету. Остальное все здесь бары, рестораны. Даже барами тут сложно назвать. Все-таки едальни. Я это буду называть едальнями. Так, что такое УКТ? Крафт базар. Ну, заскочим, наверное, да? Заскочим, я не знаю, нас тут будут шмонать, наверное. А может, не будут, не знаю. Но если будет связь пропадать, будем выходить куда-нибудь прятаться. Интересно, интересно. Крафт. Так, друзья, ну что, здесь всякие безделухи, наверное, продаются. Угу. Куклы, украшения, сумочки. В принципе, так, задерживаться здесь не буду. Мы все-таки на Масленицу, а здесь Масленицей даже не пахнет, имеется в виду блинами. Не будем здесь задерживаться, уходим. Так, интересно, что в цеху. Но в цеху мы посмотрим, что, обойдя вокруг. Сейчас сначала выйдем на набережную. Так. Летом, конечно, когда тепло, все люди здесь с едой стоят. К сожалению, закрылся один хороший ресторан. Хочу вам сразу показать вид на залив. Надеюсь, меня здесь не сдует. Спросите, что за мост? Это не, ну как, мост, но не мост. Западный скоростной диаметр, который соединяет, скажем так, север и юг города напрямки по большой высоте. Здесь мы что, на Васильевском острове. Там дальше у нас ЗСДшка скачет на остров Канонерский. Ну и потом дальше на материк. Видно рыбаков, кстати, на льду. Не знаю, МЧС их гоняет или нет. Такое ощущение, что как раз там судно на воздушной подушке пытается на них наехать. Возможно, их сейчас будут гонять. А так в целом вот залив со льдом. Ну и здесь, не знаю, как правильно назвать, дельта, не дельта, Невы. Хорошую погоду, виден Кронштадт. Кстати, я что-то как-то пытался разглядеть. Виден, да, очень-очень плохо. Как чаще всегда какая-то дымка имеется. И если из Кронштадта что-то видно, то купол морского собора чаще. Ну, как... Сейчас зайдем внутрь, в цех. Здесь сквозной проход был. Посмотрим, какая активность внутри. Какая там очередная ярмарка, гараж-сейл или еще чего. Посмотрим. Но это не точно. Так, Миру Мир что-то пишет. Так.
всех участников прогулки недавно вернулась из командировки, была в Архангельске. Хорошие люди там живут. Ага. В Архангельске. Ну как Архангельск? Город славы боевой. Так, ну опять же, какая-то шмотки, возможно, местные бренды или еще как-нибудь кто-нибудь. А может быть, просто гараж сейл очередной. Шляпа СПБ. Ну, мы уже такое видели с вами, к сожалению. Ничего нового. Тут, я смотрю, и сыр продают, и кофе, колбасы. Колбасы, сыры опять. Обложки для всяких, не для, а от всяких постеров, журналов. Опять еда, опять бижутерия. Ну, друзья, хотите купить какую-нибудь безделушку, вот вперед сюда, Севкабель. Опять же, тут ничего, опять мастер-классы какие-то здесь проводились. Видимо, тут и игра в парфюмера или не знаю что. А здесь раскрашивают мох. Мох стабилизируют, раскрашивают, что-то у них получается. Так, ну опять безделухи. О, 3D-печать, которую на Алиэкспрессе можете заказать раз в 10 дешевле. Проверено, знаю, что говорю. Заказывал, сравнивал. А может быть, они с Аликой и заказывают, а потом продают, как будто это сами сделали. Ну ладно, не будем. Так. Ну, в общем, в принципе, понятно. Давайте даже здесь выйдем на улицу, там, где мы с вами заходили. Пройдем через каток у Севкабеля. Возможно, там что-нибудь масленичная, какая-нибудь история будет. А может быть и нет. Так, привет, Мария. Весна пришла, весне дорогу. Да, давайте выходим. Засмотрелся в чат. Ну а вот по лестнице на второй этаж как раз уже на выставке две, мною ранее в начале озвученные. Но сегодня не про них. Вот мы здесь заходили с вами. Так, пробежался кругом, согрелся чуть-чуть, хотя в принципе сильно-то не холодно, но ветрено. Здесь, как можете понять, опять же, по первому этажу все едальни и питейни. Горка не работает, льда нет, снега нет, к сожалению. Дальше вот следующее здание, это какая-то ситцевая, там, не знаю, подушка набивная фабрика была. Так, правда, что в Питере стало мигрантов, азиатов так же много, как и в Москве, и что они нападают на людей? Нет, неправда. Ну, в смысле, много, но, не знаю, не нападают. Опять же, статистики нет. Если взять статистику все-таки по человеконаселению, да, разделить на случаи нападения, возможно, даже статистика будет не такая страшная. О, смотрите, все-таки на тюбингах катаются. Льда совсем не надо. Так, если хочется перекусить, недорого на Севкабеле катушка. Александр очередной раз нам советует. В прошлый раз нам насоветовал пышечную. Пышка называется, на берегу канала Грибоедова в районе Свиной площади. Кстати, Александр, я туда зашел, там купил пышечек. Домой даже увез. Так что спасибо, да, за наводку. А здесь в Севкабеле, ну, может быть, катушка, не катушка, но сегодня точно
кушать-то, то никуда здесь не буду заходить. Каточек с небольшим выездом к заливу. О, даже теплая терраса тут присутствует. Барная линия, рестораны и бары. Вот слева теплая терраса, видите, эти красные инфракрасные нагреватели, можно погреться. Ну а так вот, хоть не скучно, да, наверное, кататься не совсем по кругу, по одной траектории по кольцу. Здесь хоть как-то можно лавировать слегка. Сейчас выходим на барную линию, но, как я и сказал, вот это здание уже непонятного цвета. Здесь была, короче, какая-то мануфактура, связанная то ли с ситцем, то ли с хлопком, то ли ситца набивная, хлопка набивная. Я что-то забыл, как правильно. Так, Марию, наверное, надо заблокировать с каким-то странным посылом. Марию Артемьеву. Странные настроения у человека. Абсолютно не масленичные. Деструктивные. Так, а давайте я вам тоже здесь немножко проход во двор и двориком прогуляемся. Абсолютно человекоориентированное у нас пространство. Ходи куда хочешь, смотри, что хочешь. Везде, вот даже здесь зашли, здесь бар, надо подумать, так и называется, а не побуждение к действию. Итак, снег в Москве сегодня небольшой идет, но сегодня и у нас здесь обещали снежку. Там дальше тупик, мы не пойдем, мы вот сейчас пойдем насквозь. Веселый у нас Ильич. Свалка. Реклама свалки. Это свалка, это... Ой, как называется-то? Секонд-хенд. Секонд-хенд. Прикольно, взяли почтовые ящики и вот их повесили вверх ногами, и получилась такая инсталляция. Причем, наверное, да, дверки болтаются. Поделитесь, у кого в парадной такие были почтовые ящики. Вот как можно их использовать. Ой, запнулся. Но, Мария, поймите, вы не на таком канале, где об этом обсуждается. Ни на политическом, ни на национальном, ничего. Так что, пожалуйста, не поднимайте этих тем. Оп. Человек с газетой.
Надеюсь, здесь у меня сейчас связь не рухнет. В целом, вот мы ничего здесь не видим запрещающего, соответственно, можно по лесенке куда-нибудь туда наверх начать подняться. И вижу тут направление скейт-парк там наверху якобы есть. Нормальное место, свалка. А, это вот все наверх туда подниматься. А свалка это секонд-хенд. В принципе, забавненький. Забавненькое местечко. Так, наверное, надо зайти на YouTube и заблокировать самому. Здесь мы прошли насквозь. Сейчас должны выйти обратно на дорогу и по ней уже оказаться у Севкабеля. Ой, Севкабеля, у Брусеницына. Так, одну секунду. Время 48 минут, поэтому нам надо, в принципе, уже не то чтобы поторопиться, но самое время идти в Брусницын, ибо там будет пиротехническое шоу. Так. Вас с праздником, всем добрый день. Да, друзья, кто только что подключился, вдруг попал впервые на этот канал, вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу. Меня зовут Роман. Гуляем в прямом эфире по самому красивому городу на земле. Не побоюсь этого слова. Так, Мария, я вас временно отключил на полчаса. Что называется, первое китайское предупреждение. Так, и в Брусеницын можем зайти здесь. Так. Но давайте я постараюсь зайти с центрального входа, поэтому пропускаем эту часть и идем к центральному. Брусеницын — это бывший кожевенный завод, одноименная кожевенная линия поблизости. Целое семейство Брусеницыных занималось выделкой и обработкой кожи. Грязное, вонючее производство. Поэтому тут были вдалеке от жилых кварталов, но сами Брусеницыны жили здесь поблизости. Был у них свой особняк двухэтажный, вот он здесь виднеется. После вот этого перехода над дорогой. Ну а здесь центральный вход. Здесь и заходим. Сразу нас встречает карта пространства. Но, опять же, давайте я в 5-й раз об этом говорить не буду. Просто посмотрим. И зима не отыгрывается, зима цепляется всеми когтями и зубами. Но ничего, сегодня мы ее прогоним. В чучело еще вкладывают записочки. В чучело, которое основное сжигают, вкладывают маленькие соломенные куколки. Тоже в качестве пожелания что-то добавляется.
Так, народ, я вижу, начинает уплотняться на центральной здесь площади у Брусеницына. Кто-то самый хитрый поднялся здесь на балкон. Из балкона смотрит. Возможно, мы с вами этим воспользуемся. Так, ну я смотрю, да, здесь фаерщики будут керосиновые войны устраивать. Вижу, уже чучело стоит. У меня была догадка, что чучело, может быть, будет на льду стоять, а нет, здесь на центральной площади. Так, вопрос, где бы нам встать? Где бы мне так встать, чтобы вам еще это было видно? Вопросики. Ой. Ну, получается, что самые козырные места уже заняли. И мне будет... Иди ко мне сюда. Придется мне вас выдвинуть на высоту. Так, там никто не хочет проходить, да? Давайте будем идти. Спасибо. О, там уже огненно. Сейчас я вас остановлю где-нибудь, подниму. Будет видно. Ох, пахнет керосином. Ну, все хотят блинов, вы тут неправильно. У нас халявные блины будут раздавать на Петропавловской крепости. Там собираются бить рекорды по самому блину, самому большому блину в России, что ли, или как, или на Масленицу. Там блин-теремок. А здесь халявных блинов вроде как не планировалось. Давай ее просто палкой используем. Начали летать, и все. Просто палка. Пап, не надо ничего там эту кнопку, нас тут она не знает. Включил видео и снимает. Просто палка. Можно чуть-чуть увеличить, наверное. Все с детками, конечно, всех детей.
Там справа у нас как раз каток находится. Да, чуть позже сходим, поглядим. Да, Юрий, здесь будут чучело жечь, то, что мы с вами видим в красном сарафане. Его должны будут сжечь. Потом поедем в Петропавловке.
Ну, как вам такое? Первая масленица совершена. Сейчас пойдем добираться еще до одной. Так, но сейчас очень сложные манипуляции с выбиранием отсюда. Кто куда? Кто куда, нам бы дальше. Сейчас не знаю. Килограммов. Так. Тут нормально. Пожарная машина стоит, все было под контролем, по крайней мере. Не то чтобы безопасно, но под безопасным контролем, как минимум. Напомню, что мы сейчас с вами находимся на территории Брусеницын Лофт, или как они там называются, Брусеницын Холл. Надеюсь, вы успели загадать желание. Так, сейчас нам надо как-то маневрировать, потому что основной народ отсюда сейчас посваливает. Скорее. Закончились. Пойдемте, покажу вам еще каток. Часть людей тут поперлась на каток. Так, где мне показать. Собственно, каток на Брусеницыне. Вот теперь весна, классно, чучело сожгли, очень красиво, да. Ну, как-то, мне кажется, пожалели немножко соломы. Пожалели. Наталья, не знаю, про какую вы Голландию говорите, но мы нет, не на Новой Голландии, мы в Брусеницыне. Брусеницын. Не так-то на самом деле много мест, где в Петербурге жгли чучело. Еще на Елагином острове обещали, но там на Елагином ходить особо негде. Поэтому я на Елагин не поехал. Начали мы с вами от Горного, сейчас на Брусеницыне, прошли через Севкабель. И что, давайте пойдем, доберемся обратно до Большого проспекта В общем, до Большого проспекта ВО. И поедем там, дождемся 10 или 11 троллейбуса и поедем до Петропавловки. Так, я помню про Powerbank. Надо подключиться. Надо. И вот у нас прямо уходит дорога, кожевенная линия. Но сейчас я как-то даже подумаю, как нам лучше сейчас поступить. Пойти по кожевенной прямо до Горного института, до станции метро, и там сесть. Или Так, сейчас, кожевенная линия налево, по косой линии, вот прямо по косой линии пройдем тогда.
Да, сейчас со всеми пойдем. Хотя я сейчас на карте забью, как мне оказаться здесь, на стрелке. Ой, машина сзади. Так, тут с пересадками. Не, с пересадками нам не надо. Опасные маневры. Кто-то хочет заехать, кто-то хочет выехать. Абсолютная вакханалия автомобильная. Я еще так что-то подозреваю, что мы на троллейбусе-то не уедем, потому что они все будут переполнены. Да. Ну ладно, идемте здесь сначала по косой, потом по детской улочке вырулим. Да, так она называется. Не потому что она какая-то маленькая детская, а так называется. Ой, выйдем на Большой проспект и там уже найдем остановку. Да. Первое чучело. Едем до второго. О, Господи. Нормально. Нормально, чел. Выезжает на встречку, еще и сигналит. Нормально. Владимир хвалит меня, спасибо. Слышал, что еще один блогер сейчас ходит, гуляет. Ну, не знаю, насколько там интересно зрителям, сколько там человек. Стало ли меньше у него, когда я начал, не знаю. В принципе, можно отследить как-нибудь. Так, Дэн спрашивает, чем отличаются брусеницы на цевкабеле порта. Начальством. Опять же, идея понравилась, видимо. Ну и кто-то решил повторить. А то, что они по соседству оказались, ну, случайное совпадение. В принципе, отличное место. Что там на берегу залива. С отличным видом. Только севкабель просто поновее, точнее поновее, наоборот, отставить. Постарее, попервее, вот. И они как-то нишу заняли быстрее. То есть там под ресторанную историю они организовали. В Брусеницыне пока не так. Но так, да, два брата-акробата. Буквально. Куда дальше идешь? Так, мы идем, как я же уже сказал. Ну ладно, повторюсь. Мы сейчас идем по косой улице в сторону станции метро Горный институт. Но нам не туда надо, мы там начали сегодня. Нам надо сейчас оказаться на Большом проспекте Васильевского острова, чтобы сесть на 10 или 11 троллейбус и доехать до стрелки Васильевского острова. А там мы пешочком дойдем до Петропавловской крепости. У Петропавловской крепости у Кронверского канала, там Мытинская набережная, Кронверский канал, там тоже будут, там тоже масленичные гуляния, там тоже будут жечь масленицу. Только там будут жечь в 17:30. Так у них по афише. Поэтому нам, в принципе, время есть. Мы можем и пешком до туда дойти. Ничего нам не мешает. Вот. Сейчас посмотрим. Я вот просто вижу, очень много людей идет, но я так понимаю, они все идут по косой до метро. Нам же надо просто на троллейбусе прокатиться. А гуляния у Петропавловской крепости тоже уже вовсю идут. Там у них блин-гигант был заявлен, который потом должны были на халяву всем раздавать. Но мы за халявными блинами не торопимся, даже на них не надеемся.
Мы люди самодостаточные. Так, вот здесь, наверное, на перекрестке, как раз здесь косая линия пересекает Детскую улицу. Мы повернем налево и по Детской выйдем на Большой проспект. Так. Так, дядя Коля говорит, что скоро кресты преобразятся. Тут вопрос спорный, скоро ли. Но как только преобразятся, как только там будет открытое пространство, конечно, мы туда сходим. И радует, что сходим по своей воле, а не по чужой. По времени мы, в принципе, говорю, можем и пешком дойти. Ну, грубо говоря, час, да? Час. Ну, давайте пойдем пешком. Друзья, мы сейчас вот, опять же, выйдем прямо на Большой проспект и давайте прогуляемся пешочком. В целом никаких ограничений я не вижу, поэтому давайте. Так, мне интересно, кто-нибудь смотрит на Твиче-то в итоге или нет? Или там был один какой-то залетный, который что-то прорекламировал и убежал? Ты-ты-ты. Так, сейчас я найду ссылку на Twitch. Вы мне говорили, что типа стрим на Twitch. Но так, не пугайтесь, мы в Петербурге производственном сейчас идем, в производственной части. У нас справа завод, слева завод. Это вот конец Васьки, его, скажем так, северная сторона Васильевского острова. Это промзона. Сейчас мы выйдем на жилую часть, будет поинтереснее, покрасивей. Зачем нам холодные блины, нас и дома неплохо кормят. Согласен. Но блины, слушайте, здесь и прямо делают, и, не знаю, может и, конечно, готовые привозят, и здесь только для виду греют. Так, Twitch. Хотел проверить Twitch. Проверяю. Стрим-то точно идет, но у меня вопрос, кто его смотрит на игровой площадке. Я тоже в качестве один человек, и это, видимо, я. Ну вот и подтверждение того, что зачем оно, зачем тратить какие-то усилия, когда это никому не надо. Если даже наша советский аналог Твича, это ВК стрим, есть ВК Live называется, там тоже игры люди стримят, но это аналог Твича, нам оно не надо. Мы на ВК видео неплохо стримим. Здесь как раз вот вход на Балтийский завод. То есть мы по правую руку шли вдоль забора. Это все Балтийский завод. Наш завод, наша гордость, гласит надпись, видимо, на административном здании перед входом. Ой, так, если мы пешком, вы предлагаете пойти по набережной. Тепло, ледокол Красин и все такое. Красин прекрасен. Мы по этому маршруту, ну, проблема одна. Мы по этому маршруту уже ходили. Так. А косой переулок. Только косая линия 9 3/4. Так, с юморком, народ. Такая отсылочка к Поттер-романам.
перевожу, кто такие поттероманы. Это фанаты Гарри Поттера, персонажа Джоан Роулинг. Да, там был косой переулок, здесь косая линия. Вот мне как-то дворами больше, знаете ли, нравится. Все-таки я абсолютно не помню маршрута проходных дворов, поэтому, хотя, может быть, сейчас найду. Может быть, найду, и мы по проходным дворам пойдем. Там буквально до первой линии можем, наверное, дойти. Вот, нам надо между большим и средними проспектами. Так, Крот Валерий, снова донат, спасибо. Стараюсь замечать, но, может быть, что-то буду пропускать. На набережную не пойдем. Пойдем на набережную, наверное, уже или весной, или летом. Мы зимой уже ходили, я как раз начинал, когда мы по косой линии прогуливались, вот здесь выруливали. Не хочу. Не то чтобы сильно однообразие, но... Так, Большой проспект, Малый проспект, вот. Карта нашлась. И нам надо... Какая линия-то, господи? Что здесь? 12-я на карте. А мы сейчас в районе какой... выйдем? Мы выйдем в районе 23-й. Так, не та карта. Так, остановочка. Малый проспект. Это тоже не та. Все не так, все не то. Так, подождите. Так, кто-то на Twitch залетел тоже. Видите, я сказал, но, видимо, вы зашли проверить. По Большому проспекту предлагает Володька. Тема из невезучих. Первым шаром Жерар Депардье. Так, ладно. Карты. Вот она. Нам нужна как раз будет 23-я линия. Я так понимаю. 24-я даже. Ну, короче, 24-я, 23-я, 22-я. Любая. И мы сейчас между средним и большими проспектами будем с вами идти. Но у нас на все про все час. Поэтому с большим риском опоздать на сожжение чучела у Петропавловки я сильно задерживаться нигде не буду. Друзья, понимаем. Да? Вот как раз я 23-я линия выхожу здесь. У нас 23-я и 22-я. Все отлично. Надо найти дом. По-моему, 16. Да, 16-й дом по 22-й линии. И там в его двор мы насквозь ломанемся. Так, привет. С Сахалина, ничего себе, Наталья. Целый Сахалин. Сколько ж у нас часов разницы? У вас дремучая ночь, наверное. Да и зима не отступила тоже. У нас, видите, снега нет, хотя в субботу снег шел, ну так, районами. Я был на Беговой, там прям валило хорошо.
А в пятницу, 28 февраля, хорошо снег шел. Но как хорошо шел, так хорошо и тает. У нас температура около нуля держится всю неделю. И следующую неделю будет также держаться. Ночью минус, днем плюс. Такая непонятная ситуевина. Так, у меня часы что-то меня тревожат, бзыкают зачем-то. Непонятно. А нет, трек идет, все хорошо. Так, здесь переходим. Получается, смотрите, вот станция метро Горный институт. Мы с вами здесь начали. Сделали круг почета. 8. У нас полно снега и метет. 8 часов разницы, я так понимаю. Ну, нормально. Целый световой день. Рабочий день целый. Мы здесь заканчиваем, а точнее вы заканчиваете работать, а мы только начинаем. Мы ложимся спать, а вы уже встаете на работу. Зачем в сторону метро Спортивная и направо? Зачем? Нет. Мы так не пойдем. Мы сейчас пока что проходными дворами будем идти Васильевского острова. Или даже нет, 22-я. Сейчас перейдем сразу на 21-ю линию. Здесь я вдоль парка не хочу идти. Там шумно, музыка играет. А на теплоходе музыка играет. А вообще можно дойти до Среднего проспекта. Там сесть на шестерку, кстати. И на шестерке доехать до Кронверского канала. Друзья, походу планы меняются. Бляха, мог целую минуту стоять. Но если мы на шестерке поедем, то это немножко... Ну, в окно там не сильно много чего будет видно. Потому что форточку открыть мы не сможем в силу погодных условий. Аноним еще 200 рубликов. Я тут первый, говорит. Нет, пойдем пешком. Пойдемте пешком. Все-таки. Как-то, думаю, поживее будет и поинтереснее для вас. Когда начинают звонить спамщики, то сразу понятно, что Запад проснулся. На капот пошел, что? Куда пошел, конечно. Дед уже свое пожил. Электроаппарат на здании. Теремок, вот там вижу на первом этаже, это у нас сеть блинных ресторанов. Они, конечно, позиционируются как рестораны домашней кухни, но основной акцент у них на блинах. Так что сегодня их день. Да, ведь есть день цветочников, это всякие там 1 сентября, 14, 8 марта. Ну вот масленичная неделя, целая неделя. Это вот для теремков сезон. И поехали. Так, Володька, не знаю. В целом-то что, история действительно сейчас до Среднего проспекта дойти, дождаться шестерку, сесть, прямиком на шестерке доехать до Петропавловки и все. И вообще, и в Дамках сразу. Казалось бы, но нет. Казалось бы, но нет.
Так, здесь у нас что, 22-я, 21-я линии уходят налево. Здание Каланчи, пожарная часть. Может быть, даже мимо них пройти. Так, 21-я, 20-я, точнее, линия, да? Ну, давайте здесь. Пойдемте здесь. Памятник Спасовичу. Владимир Спасович — это у нас российский юрист, правовед, адвокат, доктор уголовного права, общественный деятель. 1829-1906 года. Угу. Юрист, значит, тут поставили. Юристы. Ладно, сейчас пройдем проходными дворами, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немного. Напомню, друзья, что существует, скажем так, сеть проходных дворов на Васильевском острове, где вы, не выходя на Большой или Средний или на Малый проспекты, можете сквозь дворы пройти, тем самым срезав себе путь. Так, в память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 900-дневной блокады города сохранена эта надпись. При артобстреле эта сторона опасна. Даже Анатолий Собчак в этом здании работал, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. А, здесь юрфак. СПбГУшный. Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет. Видимо, здесь находился. Ну и вот памятник тому юристу. Теперь понятен. Так, а какая линия-то? 22-я. Мы идем по 22-й. Все-таки да, до 16-го. До 16-го дома нам надо дойти. И там свернуть во двор. Еще Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Один из корпусов. Под фамилией Макарова, конечно, сейчас собрали кучу институтов. Так. Прошлая прогулка по каналу Грибоедова навела массу воспоминаний. Ничего себе. Так. Плана нет, есть куда глаза глядят, правильный подход к прогулке. Александр Псу, вы не правы, у нас план есть, мы его придерживаемся. Нам надо к Петропавловке сейчас прибыть. Там по плану в 17:30 должны следующее чучело матрицы масленицы сжечь. Вот нам надо, говорю, в течение часа добраться до Петропавловки. Там за Петропавловской крепостью на берегу Кронверского канала. Так, давайте прямо здесь уже свернем. Я не помню, какой тут номера домов, но очень похоже на верный путь. Здесь у нас еще встречаются пока что коммунистические, советского периода домики. Ну и сейчас по ходу нашего движения будем углубляться в историю. Ведь по замыслу Петра I центр, по крайней мере административный центр города должен был быть на стрелке Васильевского острова. В целом город преимущественно на Васильевском острове должен был быть, но опять же в силу того, что переправы не строились, Петр хотел, чтобы все ходили под парусами, был штраф за весла. Вот.
Конечно, это было неудобно. И уже после Петра начали делать и сперва наплавные мосты временные. Опять же, с развитием технологий началась эра строительства мостов железных, потом железобетонных. Ну и чего? Про историю. То, что будем двигаться вглубь истории. То есть вот от советского времени, от советских четырехэтажных аж, как будто бы хрущевок. Так, 21-я, 20-е линии. Ну, по крайней мере, сами линии, как вы видите, они достаточно не широкие, поэтому мы можем их перебегать как есть. Не боясь, не страшась, без предубеждений и сомнений. Но сейчас уже все эти дома советского периода начнут сменяться, причем резко начнут сменяться домами дореволюционной эпохи, доходными домами. А уже ближе к стрелке, возможно, будем встречать и дворцы. Невозможно, а точно будем встречать дворцы. Чего стоит только биржа, целый дворец торговли. Так. Что вы пишете? Всем привет. Да, всем привет. Постараюсь выговорить Леофлай. Вот как-то так. Так, здесь нам надо потихоньку, маленько чуть вправо дать. Так, вот уже желтое здание больше напоминает какой-то сталинский период, как будто бы, причем ранний сталинский, без ампира, конечно. Почему, конечно, не знаю, просто так сказал. Так, а давайте у нас все-таки с освещением сейчас хорошо. Широкий угол, чтобы больше вмещалось в кадр. Ну и посмотрим. У нас должна быть 19-18 линии. Ну и вот начинают соседствовать дома сталинского, советского периода с домами дореволюционными. Напомню, у нас справа Большой проспект Васильевского острова, слева Средний, а там дальше Малые проспекты. А во дворах стройки уже, наверное, годов 2000-х вот этот дом, скорее всего, затесался меж домов. Такая целая сеть арок. Казалось бы, да, зачем здесь арка? Ну, скорее всего, был дом когда-то, и в войну, возможно, прилетела в него авиабомба. Так, ну я по времени буду смотреть. Если в 5 мы будем еще далеко от Петропавловки, от Заячьего острова, то я все-таки двинусь в сторону трамвая. Сядем мы, дождемся шестерочку новую,
новую шестерочку и на ней поедем. Так, что пишем? Красное и белое у каждом шагу, людей нет, видимо, всех выселили. Это, конечно, интересная догадка, но в корне неправильная. Интересно, если вы сейчас посмотрите у себя во дворе, там что, толпы людей будут ходить, скажите мне? Подозреваю, что нет. Так, у нас что, 17-я линия, противоположной стороны 16-я. Мы с осторожностью перебегаем. Нам надо вот между этими домами сейчас нырнуть. Да, между 23-м и 19-м домом. Чё гудит? Человек едет по правилам. Чё он ему гудит? Как говорится, в жопу себе погуди. Да? Так, опять какие-то кирпичные стройки. Здесь надо в арочку нырнуть. Не знаю, если Юрий смотрит. По-моему, это тот дом, где у него родственники жили. 16-я линия. Дом 25. Пожалуйста. Ну, летом, конечно, когда мы здесь ходили, когда я записывал прогулку в оффлайн через проходные дворы, когда здесь все было зелено, не скажу, что как-то посвежее и поинтересней. На самом деле без листвы разглядывать дома и вот все, как говорит перец, закуточки счастья, вот эти вот всякие загибы, когда у тебя, не знаю, внутри там угла окошки, где ты света белого не видишь, где у тебя окна в окна, порой бывает. Ух ты, там какой папилац заезжает. Так, интересно, здесь мы сможем в эту арку насквозь пройти? Открыта она? Да, открыта. Так, там напротив должен быть 29-й дом. Нам надо в арку 29-го дома. Тут есть арка-обманка вот здесь вот. Машин нет, переходим. Арка 29-го дома. Да, такие дежавю здесь. Ну и выйдем на 13-ю линию. А вот на 13-й-то, по-моему, или еще можно будет перебежать. Наверное, можно. Сейчас посмотрим. Так, если машины стоят, значит кто-то живет в этих трущобах. Ну, кстати, да, я как-то записывал уже ролик, у меня так и назывался. Петербургские трущобы. Вот все дома, там плюс-минус, они фасадами какие-нибудь красивенькие. А во дворах порой
Ну, прям, не знаю, страх закрадывается. Но ничего. Я, кстати, сегодня в телеграм-канале там сторис запилил по поводу, что если вы в Питере какой-нибудь обшарпанный дом видите, то думаешь, Россия, 5-10, вот как не могут сделать. А где-нибудь дом напротив Ватикана в Италии, или Ватикан это отдельное государство у нас получается, да, ну, короче, дом такой же обшарпанный, но в Ватикане, вы такие думаете, знают толк в винтаже. Ни хрена, все одинаково. Так, ну все, у нас началась уже историческая дореволюционная часть. Кругом доходные дома, практически кругом северный модерн. Северный модерн. Так, здесь мы на 12-й линии у 21-го дома ныряем. Уже не в арку, а просто между домами. Здесь во дворе есть бомбоубежище, кстати. Даже. А еще у меня рука замерзает. В целом даже, знаете, я не буду продолжать дворами идти. Сейчас мы выйдем с вами на Средний проспект. Тогда уже сейчас выходим на линию, на 12-ю. И поворачиваем налево. Выйдем на проспект. Хотя тут такая дилемма, на Средний ли идти или... А давайте на Большой выйдем, вернемся на Большой, направо повернем. Почему бы и да. Ребенок лютует. Ну, я к тому, что по времени мы вроде как успеваем, да? Сейчас посмотрю, 48. 48. Идти еще. И идти. Нет, иду на Средний, иду на трамвай. Надо все-таки прибыть немножко загодя, чтобы было время осмотреться. Поэтому идем на Средний проспект, там ищем трамвайную сейчас остановку и ждем шестой маршрут трамвайный. Доедем до Мытнинской набережной. Напомню значение слова «мытницкая». Мытарствовать, возможно, вы денежку просить, да, там кто-нибудь скажет. Но нет, мытарство... В общем, таможня там была, там госпошлину убрали. Клавдий Октавианович за проезд передал, спасибо. У нас же как, в силу того, что... Не знаю, там в какой последовательности, но в силу того, что берег Финского залива достаточно не берег, а дно достаточно неглубокое, большие торговые суда дойти до Питера не могли, до самого, до Петербурга. Все в Кронштадте перегружалось на небольшие баржи и уже на них доставлялось сюда. То есть это, конечно, удорожало процесс. Отсюда была необходимость и был прорыт Петровский канал, но на Мытнинской набережной был, скажем так, таможенный пост. Взимался госпошлина за ввоз
иностранных товаров. Так, смотрим остановку. Мы подошли к Среднему проспекту. Тут так-то, блин, идти-то шиш-то не шиша, с одной стороны. С одной стороны. Отличнейшие образцы северного модерна. Здесь на углу красивейшие здания. Так. Остановка. Где у нас остановка ближайшая? А вот, наверное, там. И там, по-моему, шестерка как раз идет. Мария пишет: мы любим виды, дворы. Но еще и прокатимся. На самом деле прокатиться — это некая такая уже традиция. В какой-то мере получается. Не знаю, насколько получится посмотреть из окна и показать вам. Так, я только не понимаю, здесь трамвайная остановка есть или нету. Я не посмотрел на карту. Вижу, что автобусная есть, а трамвайная где? Может быть, я зря сюда иду. Может, надо было в другую сторону пойти. Сейчас я посмотрю карту. Бум-бум-бум-бум-бум. Да. Господи, наверное, не успею. Надо тут дорогу перейти, чтобы оказаться на трамвайной остановке. Потому что здесь только автобусная. А нет. А, троллейбус. А нам трамвай нужен. Так, хорошо, опять пофартило нам с светофором. Причем, когда фартит, я это говорю. А когда не фартит, то я молча стою и жду. Как будто ничего не происходит. «100 лет не ездила на трамвае». Ну вот. Да, знаю, что во многих городах, во многих областных центрах трамвай как общественный транспорт выводится из обихода. Так, там, по-моему, даже не шестерка идет, к сожалению. Так, а как мне на картах включить? Дорожные события доступны на транспорт. Как мне включить транспорт? Просто я хочу посмотреть на этой остановке, какой еще из трамваев ходит. Вот там впереди что-то у нас подъезжает. Так, сейчас, секунду. Что-то подъезжает. Я хочу понять, вообще оно подходит ли нам. 40-й. Он с измененной трассой. Так. Ну, нам 40-й тоже подходит. А нет, шестерка старый причем. Ну что, нам без разницы. Мы поедем в этом шумном, замечательном трамвае. Вот, друзья, если что, надо ловить летом вот такой. Елки-палки, там людей много. Ну, как-нибудь постоим. Смогу пройти. Девчонки, а можно это в угол пролезу? Конечно.
Так, ну будем стоять здесь, не знаю. Буду показывать вам как-нибудь так. Слои Г2 квадратика. Я говорю, летом купаться. Да, я понимаю, я почему-то Яндекс открыл, на Яндексе тоже эта штука была. Интересная технологическая вещь в трамвае. Ой, окна не очень чистые, далеко не чистые, но, друзья, как есть. Выйти протереть не могу. Сколько стоит проезд? Так, давайте про проезд я чуть позже скажу. Я не вижу, сколько стоит. У меня электронный кошелек, отдельная карточка, подорожник. Я не знаю, сколько стоит. Я закидываю денежку, и там она автоматически списывает. Буду выходить, посмотрю какую-нибудь наклейку. О, вот. 75 за денежку. Вот, друзья. Ты не задумывалась? А у тебя какой? Вот, там они тоже разные есть. У меня на всех разные. У меня тоже, который за 1500, да? Мне кажется, я не скатываю. Мы уже, кстати, у станции метро Василия-Островская. Я могу тебе Вот она у нас через дорогу. Вот здесь выход, а слева вход. Вот. У меня один раз кончились МСК и не было денег полностью. Вот я прифигела, а подорожник дома валялся такая. И сейчас сделала эту карту Петербургская, я все равно за скидкой буду ездить. Приходишь в Сбер, в БСПП или в ВТБ, хочу карту. Делай себе. Там твою физиономию возьмут твой скилл. Вот. Ну и с плюсом, короче, можно к этой переделать свой полис, может даже полис не искать. Хочешь болеть? Держи. Здесь мы едем в таком трамвае, который оборудован кабинами пилота с двух сторон. Причем он односекционный, но с двух сторон кабина пилота. А если карту через МФЦ, можно еще в театр ходить. Если кому-то мешает эта вот штука, я не понимаю, что это такое, но, видимо, сильно что-то нужное, оно уходит в потолок, и дернув за нее, видимо, это что-то произойдет. У меня подруга такие вкусные пюрики делает, которые теперь мастер. Вот почувствую себя пилотом трамвая. Она психанула, она такая максималистка. Вот прямо с крайности в крайность. Короче, взяла нормальный коржи. Зачем их реставрировать? Когда можно спечь новый, правильно? Выбросила, короче, но она их не выбросила, она их положила в пакет, типа курица мотай. Мы с папой сидим такие, нормальные коржи. Стерочкой стерли, вытаскивали, херачили. Нормальный трактор получился, я считаю. Где-то здесь мы должны будем сейчас повернуть на Благовещенский мост. По Благовещенскому мосту прокатимся. Ну да. И, короче, у станции метро Спортивная. я-то еще не переела этого всего, потому что она Исторический район Макруши. Там неподалеку Соевская Камчатка. И Влад такой, если ты меня не заберешь от этой женщины, я превращусь в шоколад. Ну, она прям реально, она прям насильно его порыт, вот в чем проблема. Типа, меня выбросить жалко, Влад ешь. Влад такой, я не хочу этого. Она не говорит, она просто так твой взгляд. Вообще, невозможно закрыться.
Едем по первой линии. Первая линия с одной стороны, кадетская с другой. А что мы встали? Так, сильно большая очередь на контроле Петрокрепости. Но у меня вопросики. Там, а куда контроль-то? Если жечь будут у Кронверского канала. Нам в саму Петропавловскую крепость, по-моему, попадать не нужно. Я понимаю, что весь город на Петропавловку поехал, ну, большая часть. Но... Ой, Тучков мост, Татьяна, я что-то перепутал направление. Да, мы поедем по Тучковому мосту, едем. Когда-то он был деревянный. Мы не туда едем, Зай. Это не так. Мы кажется. Да, мы едем по реке. А нам надо поехать машину. Нам тоже трамвай надо был? Или троллейбусы? По-моему, нам нужен был троллейбус. Стадион Петровский. А вы в какую сторону-то едете? К чему? К кому? Нам надо было на Нарвскую. Ну да, в обратную сторону едете. Но вы сейчас здесь выйдете, в метро спуститесь и на метро. Ну, метро спортивное. Софья, мы точно туда едем? Точно. Так, здесь люди выходят, я посижу. Вот так вот посижу, тут поснимаю вам грязное окно, конечно. Вот девчонки немножко ошиблись с направлением и ехали в другую сторону. Очень грязные окна, вы простите, друзья. Надеюсь, вы красотой считаете не эти грязные окна. Сейчас я посмотрю, может быть, где-нибудь окошко есть почище. Надеюсь. Вот не знаю, где тут... Как бы тут мне бы встать так, чтобы было почище. Давайте даже я вперед пойду. Оп, оп. Короче, постою здесь. Здесь вроде как-то даже почище будет. Князь Владимирский собор. По-моему, князь Владимирский. Нам, кстати, скоро выходить уже. Возможно, на следующей остановке. Полиция прямо не пускает. Так, Евгений, спасибо, что держите в курсе. Ну, сейчас приедем, посмотрим. В целом, если действительно там такие сложности и чучело будет не видно, то будем вынуждены констатировать тот факт, что не попадем. Да и все. Как говорится, делов-то. Думаю, там у зоопарка мы выйдем с вами. Едем по проспекту Добролюбова. Сегодня 1 градус тепла.
шапку одеть обратно. Остановка, выходим. Остановка Кромбергский проспект. Вот и уже и Петропавловка. Быстро домчались. Пешком, конечно, не то чтобы далеко, нормально было, но мы бы пришли в самый притык. Ну, досмотр, и ладно, будет досмотр, так досмотримся. Велика беда. Мы целый досмотр в Эрмитаже, мы Эрмитаж брали с этим досмотром. Ничего. Прошли. Ой, кстати, мост новый запустили. Вот там по мосту народ весь по-новому идет. А вот этот старый деревянный мост реставрируют. Интересно. Ну, сейчас посмотрим. Наверное, основная масса людей от Горьковской идет. А мы вот от стрелки Васильевского острова. Напомню, что вон наша стрелочка, Расстрельные колонны, Исаакиевский собор, Зимний дворец, Эрмитаж. Народу море, да, народу. Развлечений, хлеба и зрелищ. Я когда начал уже действие, она уже считает. Он, конечно, таким рамой. Тут маленький боец меня не пускаться. Важный. Давай руку. Блять. Торопышка такой. Чуть не раздавил. Видите, деревянные основания под мостом. Видимо, уже приходят в негодность, и их мост будет переделывать. Не знаю, будет ли воссоздавать в деревянном виде, в деревянном состоянии, но так, у нас заторы начинаются. Надеюсь, что мы так будем недолго идти шеренгой такой вдоль этого странного серого забора. Причем они эту реставрацию этого, ну и постройку нового моста начали чуть ли не осенью, в зиму. Это очень странно. Слева за забором у нас Ленинградский зоопарк. За территорией... Ух, запах пошел. Ну, кто бывал в зоопарке, особенно в Слоновнике, запах представляют.
Вот это оно. Когда были в зоопарке в Калининграде, моя жена даже в слоновник зайти не смогла. Там такой аромат был. Просто это, швах. Ой-ой-ой. Странный, конечно, организация всех этих движений у нас в связи с ремонтами, реставрациями. Но ничего, сейчас мы все преодолеем. Вот новый мостик, железобетонный или железный, не знаю, как правильней. Вот, но пойдем здесь, дальше по набережной не пойдем. Зачем нам? Не знаю, где будет само чучело сжигать, но постараемся подойти поближе, дабы я постараюсь подойти поближе, дабы вам получше все это дело показать. Сам Кронверский канал, вот мы сейчас над ним идем. Слева это Кронверк Петропавловской крепости. Там всякие казармы были. О, чучело-то тут поядрёней будет. Ну, сейчас мы подойдем. Не знаю, нас если пустят вообще. Странно, почему там людей поменьше. Очень странно. Так, и мистер. Че, пойдем туда? Че, пойдемте, что такого-то? Или не убьют же? Но не убьют, но выстигают, да? А, ну да, мы за кофе ходили. А что все тут-то стоят? А, только избранных? Так, ну вот, друзья, наглость сарая счастья. Двигайтесь уверенно. Ну и что? Что получается по времени? В 17:30 должны стартануть эту всю пиротехническую забаву. Нам придется, получается, здесь стоять 20 минут, ждать. Интересно. Ну, постоим, что? Походим. Так, кто там писал, что слишком большая очередь, полицейские никого не пускают. Ну вот мы оказались здесь. Зато мы очень близко, очень сразу. Оп. Обычно здесь летом на этой площадке за Петропавловской крепостью проводят этнофестивали. А, кстати, в Кронверке, в самом Петропавловской крепости, находится музей артиллерии. Частенько бывает, что на 23 февраля бесплатно вход. Вот чучело стоит у нас. Петропавловский собор. Ну что, стоим? Тогда надо место. Я вас подниму, конечно же, над головами. Ну вот тут. А, давай. Иди сюда ко мне иди. Это можно еще Так, ну слушайте, я пока стоять не буду, будем ходить. А то какие-то бабульки с внуками, с дикими глазами, желающими максимально близко протиснуться. Нам это не надо, мы с ними конкурировать не будем. Я вас спокойно на палке вытяну над толпой, и мы все дело это как он на бусанице не посмотрим. Время, хотя слушайте, время еще много. Будем стоять. Я думаю, будем стоять, потому что времени много, еще людей подтянется тоже немало, как говорится, да? Много людей, да, много людей. Все хотят посмотреть, не ты один.
будем стоять. Думаю, если я еще сейчас тут похожу по